Темнота здесь не просто отсутствие света. Она живая. Она давит, обволакивает, проникает в каждую щель, в каждую мысль. Представь, ты опускаешься все глубже в океан. Сначала исчезают цвета. Красный – первым, затем оранжевый, желтый. Мир становится холодным, синим, а потом черным. И в этой черной пустоте ты вдруг понимаешь, ты не один. Там, где не бывает солнечного света. Там, где давление способно раздавить сталь. Там, где температура близка к нулю, что-то живет. Что скрывается в темноте океана? Это не просто вопрос о существах или глубинах. Это вопрос о границе между известным и неизвестным. Потому что, как ни странно, мы знаем о поверхности Марса больше, чем о собственных океанских глубинах. И иногда океан дает нам понять, что мы слишком мало знаем. Сигналы без источника. Свет, который вспыхивает и исчезает. Звуки, не похожие ни на что живое. Но главное – это ощущение. Ощущение, что внизу кто-то наблюдает. Глубины океана – это другой мир. Не просто подводный, чужой. После отметки примерно в 200 метров начинается так называемая сумеречная зона. Здесь свет еще есть, но он слабый, рассеянный, как будто сам океан пытается его удержать. Ниже – полная тьма. Абсолютная. Та, в которой человеческий глаз бесполезен. Здесь нет привычных ориентиров. Нет горизонта, нет верха и низа, только бесконечная пустота и медленно падающие частицы, остатки жизни сверху. Их называют морским снегом. Это все, что остается от мира, который мы знаем. Температура здесь ледяная, давление чудовищное. На глубине в несколько километров оно в сотни раз превышает атмосферное. Любое незащищенное тело будет сжато, как бумага. Но жизнь не просто существует здесь. Она адаптировалась. Существа без глаз. Или наоборот, с глазами, которые улавливают малейший проблеск света. Тела, прозрачные как стекло. Или черные, поглощающие любой свет. И главное – тишина. Такая тишина, что любой звук становится событием. Щелчок, далекий гул, вибрация. В этом мире звук – это зрение. И если ты слышишь что-то, возможно, это уже слышало тебя. В полной темноте вспыхивает свет, не мягкий, неестественный, холодный, резкий, как сигнал. Ты видишь его издалека, крошечную точку, пульсирующую в пустоте. Она приближается. Или это ты движешься к ней. Свет становится ярче, и вдруг ты понимаешь, это не просто свет, это приманка. Из темноты проявляется силуэт. Огромная пасть, усыпанная иглами зубов. Тело словно сшитое из теней. А над ним тонкий отросток с глоуинг-точкой на конце. Глубоководный удильщик. Он не охотится в привычном смысле. Он ждет. Терпеливо. Почти неподвижно. Свет привлекает жертву. Любопытную, потерянную. И в момент, когда расстояние исчезает, резкий рывок. Тишина возвращается. Но свет – это не только приманка. Это язык. Некоторые существа используют его, чтобы общаться. Другие – чтобы отпугивать. Третьи – чтобы исчезать. Да, исчезать, включая свет определенной длины волны. Они буквально стирают свой силуэт в воде, как будто растворяются. И возникает вопрос. Если свет здесь – это сигнал. Кто еще его понимает? Интересно, задумывался ли ты, что в темноте океана свет – это не просто явление, а сообщение? И если бы мы могли его расшифровать, что бы мы услышали? В темноте нет места слабости. Ты не видишь хищника, ты чувствуешь его. Сначала движение воды, едва заметное. Затем пауза. И потом удар. Некоторые из этих существ выглядят так, будто не должны существовать. Огромные головы, крошечные тела, челюсти, которые могут раскрыться шире, чем их собственное тело. Один из них – так называемый черный дракон глубин. Его тело вытянуто как змея, а зубы прозрачные, почти невидимые. Они не отражают свет. Ты не увидишь их, пока не станет слишком поздно. Другие используют давление как оружие. Они способны выдерживать его, но их жертвы нет. Есть те, кто охотится снизу вверх. Они поднимаются из тьмы как тень,
и атакуют силуэт на фоне слабого света сверху. И есть те, кто просто ждет. Они маскируются под дно, под камень, под ничего. И в какой-то момент ничего становится чем-то резким, живым, смертельным. Океан умеет хранить секреты, но мы пытаемся их разгадать вместе с тобой. Если тебе близок дух таких исследований, поддержи наш канал подпиской или просто отметь это видео лайком. Это лучший способ дать нам понять, что мы идем верным курсом в поисках того, что скрыто от глаз большинства. И теперь обратно в темноту. Каждый раз, когда мы опускаем камеру в Марианскую впадину, мы находим что-то новое. Рыба-улитка, живущая на глубине 8000 метров, кажется хрупкой и прозрачной, как пергамент. Ее кости мягкие, как хрящи, а белки в клетках защищены специальными молекулами, чтобы их не расплющило. Океан учит нас, жизнь не просто выживает, она захватывает любую территорию, какой бы адской она ни казалась. Долгое время считалось, что на экстремальных глубинах живут только мелкие, похожие на слизь существа. Океан посмеялся над этим предположением. 1854 год. На берег выбросило нечто, что заставило моряков вспомнить легенды о кракене. Гигантский кальмар – Аркитоутхис. Его глаза размером с обеденную тарелку созданы для того, чтобы улавливать движение в темноте на расстоянии сотен метров. Но даже он – лишь закуска для настоящего титана. Кашалот – это единственное млекопитающее, способное нырять в бездну на 2 километра, задерживая дыхание на 1,5 часа. Представь эту битву в полной темноте, под чудовищным давлением. Два гиганта сплетаются в смертельной схватке. Мы находим шрамы от присосок размером с баскетбольный мяч на головах китов. Мы находим клювы кальмаров в их желудках, но мы никогда, ни разу не сняли эту битву на видео в естественной среде. Это происходит там, куда мы не можем дотянуться. Океан не молчит, он разговаривает. Но иногда он говорит на языке, который мы не понимаем. В глубинах был зафиксирован звук. Его назвали блуп. Он был настолько мощным, что его услышали датчики на расстоянии 1000 километров. Звук был похож на что-то живое, но слишком громкий для любого известного существа. Гипотезы были разные. Ледяные трещины, геологические процессы, но запись осталась, и это не единственный случай. Иногда фиксируются ритмичные сигналы, повторяющиеся, почти осмысленные. Они появляются и исчезают, без источника, без объяснения. В темноте, где свет не работает, звук – это все. И если что-то издает звук, оно существует. Но что, если это не просто шум? Что, если это коммуникация? Между кем и о чем? Представь, что ты слышишь такой звук. Глубокий, протяжный. Он проходит сквозь тебя, как вибрация. Ты не видишь источник, но он знает, где ты. Тьма океана не пуста. Она наполнена жизнью, которая не нуждается в нас. Ей не нужен наш кислород, наш свет, наши технологии. Она самодостаточна в своем холодном, вечном спокойствии. И в этом есть некая пугающая красота. Мы боимся темноты под кроватью, когда мы дети. Но став взрослыми, мы понимаем, что настоящая темнота – это бездна, которая всегда рядом. Всего в нескольких милях от любого берега начинается территория, где человек – ничто. Темнота океана скрывает не только биологические виды. Она – величайший музей и одновременно величайшая свалка в истории человечества. Тысячи затонувших кораблей покоятся на дне, от античных галер с амфорами, полными вина, до стальных монстров Второй мировой. Но здесь есть и то, о чем не принято говорить в официальных отчетах. Контейнеры с токсичными отходами, потерянные ядерные боеголовки, затопленные подлодки, чьи реакторы до сих пор пульсируют остаточным теплом в ледяной воде. Бездна хранит наши грехи. В темноте коррозия медленно грызет металл, и рано или поздно то, что было спрятано, вернется к нам. Глубоководный аппарат скользит над илистым дном. Вдруг из мрака проступают очертания самолета. Он выглядит почти целым, словно просто припарковался здесь отдохнуть. Внутри тишина и вечный покой. Океан консервирует историю,
но он же и стирает ее. Глубоководные черви-оседаксы, известные как пожиратели костей, способны уничтожить скелет кита или человека за считанные месяцы, не оставляя и следа от того, что когда-то жило и дышало. Мы смотрим на эти обломки и понимаем, для океана мы — лишь мгновение. Наши технологии, наши войны, наше величие — все это превращается в декорации для жизни тех, кто не знает о существовании Солнца. Ты идешь по палубе Титаника и понимаешь, что он больше не принадлежит миру людей. Он стал частью рифа, домом для существ, у которых нет даже названий в наших энциклопедиях. Чем глубже мы погружаемся, тем страннее становится мир. Есть места, где из трещин в дне вырываются струи кипящей воды, гидротермальные источники. Температура там достигает сотен градусов. И все же вокруг них кипит жизнь. Существа, которые не зависят от Солнца. Они питаются химией, серой, металлом. Они живут там, где по всем законам жизни быть не должно. Это другой тип существования. И если жизнь может возникнуть здесь, где еще она возможна? Но есть и другое. Иногда в сетях рыбаков находят то, что не могут идентифицировать. Странные формы, неизвестные виды, существа, которые, возможно, никогда не должны были оказаться на поверхности. И каждый раз возникает одно и то же ощущение: мы вытащили что-то слишком рано или слишком поздно. Океан огромен, он старше нас, он хранит память планеты. И, возможно, глубины — это не просто место, это архив. И мы только начали его открывать. Темнота океана — это не пустота. Это пространство, наполненное жизнью, сигналами, тайнами. Мы привыкли думать, что неизвестное — это где-то далеко, в космосе, за пределами Земли. Но одна из самых больших загадок находится прямо здесь, под нами. Когда ты в следующий раз будешь стоять на берегу и смотреть на горизонт, вспомни об этом. Подумай о том, что прямо сейчас под этой мерцающей гладью, в абсолютной тишине и вечном холоде, движется нечто огромное и древнее. Оно не злое и не доброе. Оно просто есть. И оно было здесь задолго до нас. И останется долго после того, как последний след человечества сотрется с лица Земли. Мы лишь начали наш путь в изучении этих тайн. Бездна умеет ждать, и она неохотно отдает свои секреты. Но мы продолжим спускаться, потому что любопытство сильнее страха. Каждое погружение — это шаг в неизвестность. Каждая экспедиция — попытка заглянуть туда, где мы не предназначены быть. И все же мы продолжаем. Потому что в этой темноте есть что-то притягательное. Что-то, что заставляет нас задавать вопросы. Что, если мы не вершина? Что, если есть формы жизни, которые развивались в полной изоляции, по своим законам? Что, если океан — это не просто среда, а отдельный мир? И, возможно, самый честный вопрос звучит так: мы исследуем океан. Или океан позволяет нам это делать? Если эта история оставила у тебя ощущение, что в мире все еще есть настоящие тайны, ты не один. И если тебе хочется продолжить это погружение, ты знаешь, где нас найти. Иногда достаточно просто остаться рядом. И, может быть, в следующий раз, когда ты посмотришь на поверхность воды, ты вспомнишь, что под ней не просто глубина, а неизвестность, которая смотрит в ответ.